Казахстан. Бескрайняя степь Семипалатинской области. Среди выжженной земли и редких кустарников внезапно открывается вид на идеально круглый водоем с лазурной водой. Издалека это кажется оазисом, подарком природы. Но местные жители стараются обходить его стороной, а счетчики Гейгера здесь до сих пор начинают тревожно трещать. Это озеро Чаган. Оно не возникло в результате таяния ледников или тектонического сдвига. Его отцом стал термоядерный заряд мощностью в 140 килотонн. Зачем в Советском Союзе решили в буквальном смысле взломать земную кору ради глотка воды? Было ли это триумфом инженерной мысли или экологическим преступлением, последствия которого ощущаются до сих пор? Сегодня мы разберем историю проекта Чаган и всей секретной программы номер 7, эпохи, когда люди верили, что атом может быть не только мечом, но и строительным молотом. Чтобы понять логику создателей озера, нужно перенестись в середину 1960-х годов. Это время атомного романтизма. После ужасов Хиросимы и Нагасаки ученые обеих сверхдержав, Советов и Америки, искали способ оправдать колоссальные затраты на ядерную программу. В Америке это называлось проектом Плаушер, в Советском Союзе – программа мирных ядерных взрывов в интересах народного хозяйства. Идея казалась гениальной. Зачем использовать тысячи экскаваторов и годы труда, если один направленный взрыв может за секунды создать канал, водохранилище или перекрыть русло реки? Советские академики верили, что энергия деления ядра поможет повернуть реки вспять, добывать алмазы и строить гигантские подземные хранилища. Проект Чаган должен был стать первой витринной демонстрацией этой мощи. Местом для эксперимента выбрали русло реки Шаган. Летом она полностью пересыхала, оставляя скот и сельское хозяйство без капли влаги. Идея была проста – создать гигантскую чашу, которая весной заполнится поводковыми водами. Подготовка велась в строжайшей секретности. В пойме реки была пробурена скважина глубиной 178 метров. В нее опустили заряд. Важно понимать масштаб. 140 килотонн – это примерно в 9 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Инженеры рассчитали все – угол выброса грунта, силу ударной волны и глубину воронки. Но могли ли они рассчитать поведение радиоактивных изотопов в долгосрочной перспективе? 15 января 1965 года степь содрогнулась. Очевидцы вспоминали, что небо на мгновение стало ослепительно белым, а затем ввысь поднялся колоссальный столб пыли и грунта высотой почти в 5 километров. В воздух было выброшено более 10 миллионов тонн земли. Огромные глыбы породы разлетались на километры. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 430 метров и глубиной 100 метров. Через несколько месяцев поводковые воды заполнили эту чашу. Так появилась Атом-Куль, атомное озеро. Газеты трубили о победе. Человек покорил природу самым мощным оружием в истории. Главным критиком проекта была радиация. Чтобы успокоить общественность и мировое сообщество, советское руководство пошло на беспрецедентный шаг. Ефим Славский, министр среднего машиностроения, человек, которого называли Большим Ефимом, приехал на объект и, чтобы доказать безопасность воды, лично искупался в озере Чаган прямо перед объективами камер. На архивных кадрах видно, как он бодро заходит в воду. Славский прожил долгую жизнь, что часто приводят как аргумент сторонники мирного атома, однако он был не просто посетителем, а специалистом, знавшим все протоколы дезактивации. Но что случилось с теми, кто не имел доступа к спецмедицине, и что стало с экосистемой региона? Оптимизм быстро сменился тревогой. В озеро начали активно заселять рыбу, моллюсков и водоросли из разных регионов страны. Биологи хотели создать уникальный атомный заповедник. Результат оказался пугающим.
почти 90% завезенных видов погибли в первые месяцы. Те, что выжили, начали проявлять странные мутации. Опыты показали, что радиационный фон в донных отложениях в сотни раз превышал все допустимые нормы. Рыба, выловленная в Чагане, была непригодна в пищу. Берега озера покрылись стеклянным песком, оплавленной от колоссальной температуры породой, которая продолжала фонить десятилетиями. Стало ясно, использовать эту воду для полива или водопоя скота невозможно. Чаган был не единственным таким экспериментом. Всего в Советском Союзе было проведено более 120 мирных ядерных взрывов. Вспомним проект «Тайга», попытку прорыть канал между реками Печора и Кама 3 ядерными зарядами одновременно. Итогом стал радиоактивный след и заброшенная траншея, которая так и не стала каналом. Или объект Кротон-3 в Якутии, взрыв для сейсмического зондирования, который привел к аварийному выбросу радиоактивного облака над лесами и поселками. Каждый раз ученые верили, что это чистый атом, но природа раз за разом доказывала обратное. К 80-м годам программу начали сворачивать под давлением экологов и из-за очевидной экономической неэффективности. Стоимость очистки территории всегда превышала любую выгоду. Сегодня озеро Чаган – это памятник человеческой самонадеянности и эпохи больших надежд. Уровень радиации в самой толще воды со временем снизился, но почва вокруг и ил на дне остаются крайне опасными. Озеро входит в список локаций для экстремальных туристов, но официально купаться, ловить рыбу или использовать воду для нужд хозяйства здесь категорически запрещено. Эксперимент доказал, что мы можем мгновенно изменять ландшафт планеты. Но мы не можем так же быстро исправить последствия своего грубого вмешательства. Озеро Чаган остается мертвым глазом в центре степи, напоминая нам о том, что бывает, когда амбиции обгоняют ответственность. Атомное озеро стало уроком, который человечество усвоило слишком дорогой ценой. Путь к прогрессу не всегда должен пролегать через взрывы, и иногда лучше оставить недра Земли в покое, чем пытаться подчинить их своей воле с помощью огня. Хотите узнать больше о секретных проектах прошлого, которые изменили облик нашей планеты? Подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях. Каково ваше отношение к мирным ядерным взрывам? Была ли это необходимая ступень развития или роковая ошибка? Увидимся в следующих выпусках.